Взятие Одессы силами российской армии. Западная пресса массово пишет о тяжелой ситуации в Украине, а также планах Кремля. В то же время Киев официально заявляет, цель Украины – уничтожение режима Путина. Кто отправил такое послание в Москву? Удар по Донецку. Россияне говорят о прилете Storm Shadow, а Украина о высокоточной атаке по скоплению сил России. Взрывы прогремели и в Луганске. Ограничения на полеты также и на территории РФ. Детали атаки. Норвегия бросает свои F-35 к границам Украины в город, где, по данным СБУ, собирались убить Зеленского. Германия отвечает Путину, Берлин принимает решение вооружить Киев. В то время Лавров предрекает развал НАТО. Детали заявлений. США призвали Путина остановить войну, Баку продолжает наносить удар, заявление о задержании агентов ФСБ в Азербайджане. Иран угрожает Трампу расправой, а сам Трамп удивляет мир и отменяет многолетние санкции. Кому пошел навстречу? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начинаем с ситуации в Украине. Сразу несколько западных изданий практически одновременно пишут о сложной обстановке для Киева на линии фронта, а также возможных направлениях наступления России. Financial Times пишет, что военные оценки показывают, что и российские, и украинские вооруженные силы близки к истощению. Но если Россия, вероятно, сможет поддерживать текущий уровень операции еще год, то Украина может достичь критической точки в течение 6 месяцев, если не получит значительную военную поддержку, уточняют авторы материала. Кроме того, вновь на страницах западной прессы информация о том, что Москва хочет взять под свой контроль Одессу. Однако среди европейских политиков мало веры в то, что Россия настроена на перемирие. Один высокопоставленный чиновник считает, что центральная цель России сейчас – захват Одессы, которую Владимир Путин считает исторически русским городом. Без Одессы Украина потеряет доступ к своему главному порту. Подобный прогноз, как вы помните, ранее озвучивал Зеленский, находясь непосредственно в Одессе на саммите Украина-Юго-Восточная Европа. В то же время Wall Street Journal называет еще одну точку на карте Украины, где, по мнению аналитиков, есть значительная угроза для украинских сил. Это Сумы. От этого города до российской границы всего 30 километров. Издание уточняет, что армия России подобралась очень близко к Сумам и сейчас находится всего в 20 километрах. Цитирую слова издания. Это новая цель Москвы, которая усиливает давление на фронте, используя численное превосходство. По словам украинских военных, численность российских войск в районе Сумской области составляет около 500 тысяч человек, что в 3 раза превышает численность украинской обороны. Ссылаясь на главкома ВСУ Сырского, Wall Street Journal уточняет, что за последний год линия фронта увеличилась более чем на 160 километров и теперь превышает 1200 километров. Россияне ведут разведку боем по всей линии, и как только находят слабое место, наносят массированный удар, как это произошло в районе Сум в прошлом месяце. Это заставляет украинское командование срочно перебрасывать элитные подразделения для экстренной стабилизации. В начале июня туда были направлены бойцы Главного управления разведки Украины, включая спецподразделение «Тимур». С тех пор российское продвижение в регионе удалось в значительной степени остановить, и украинские силы даже вернули часть утраченных территорий. В свою очередь, другое американское издание «Вашингтон-Пост» сообщает, что летнее наступление России в Украине не приведет к серьезному прорыву. Но и это не все новости о ситуации на линии фронта. О новой серой зоне, но в Днепропетровской области, сообщает мониторинговый канал Deep State. Согласно картографическим данным ресурса, серая зона появилась вблизи села Дачное, то есть территория, которая постоянно переходит из рук в руки и пока никем конкретно не контролируется. В Украине, как и прежде, опровергают информацию о продвижении ВС РФ на территории новой области. Вот реакция ЦПД при Совете нацбезопасности. На Днепропетровщину по состоянию на сегодня россияне не прорвались. Бои идут вблизи административной границы. Также россияне проникают на территорию области с помощью FPV-дронов. Но прорыва сейчас нет. Бои остаются тяжелыми. Несмотря на то, что российская сторона заявила о заходе на территорию Днепропетровской области еще месяц назад, ВСУ также говорят, что эта информация не соответствует действительности. В Киеве также накануне заявили, что все публикации в западной прессе о планах Путина, далее цитата, «это что-то», конец цитаты. Кроме того, озвучили план Украины, далее также цитата руководителя Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности Украины Коваленко. Украина планирует уничтожение режима Путина. Вот и все.
Конец цитаты. Тем временем Путин на совещании по развитию территорий, которые сейчас не подконтрольны Украине, заявил об экономических и промышленных возможностях и отдал приказ. Послушайте. Промышленные, аграрные, логистические, экономические возможности Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, они очень большие, огромные. И нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность. Все ресурсы и возможности для этого есть. Еще одна тема, которая также обсуждается – вечерний удар по Донецку. Российская сторона заявляет, что обстрел был совершен ракетами Storm Shadow. Российские телеграм-каналы сообщают об ударе по многоэтажной застройке Ворошиловского района, в результате чего обрушилось здание, а огонь перекинулся на торговые помещения. Сообщалось о пострадавших и погибших. Украинская сторона при этом уверяет, что высокоточный удар – это ювелирная работа по россиянам, и там очень жирно. Это была цитата. В сети публиковали кадры, как утверждается, разбитого ударом Донецкого государственного научно-исследовательского и проектного института цветных металлов. Да, жахнуло знаку. Сдуло хатынку, получается. Уже ближе к полуночи полыхало и в соседнем Луганске. Местные сообщали о беспилотниках и работе ПВО. В сети массово публиковались кадры последствий. На территории России также время от времени в определенных регионах вводились ограничения на полеты и вылеты гражданских самолетов из-за плана «Ковер» и беспилотников в небе. Норвегия бросает свои современные F-35 к границам Украины, в город, где, по данным СБУ, собирались убить Зеленского. Речь о Жешуве и одноименной авиабазе, которая считается главным логистическим хабом, через который проходит основная часть западной военной помощи для украинских войск. В Минобороны Норвегии утверждают, что страна намерена усилить противовоздушную и противоракетную оборону НАТО на фоне войны в Украине. Боевые самолеты будут в Жешуве уже этой осенью. Это жизненно важный вклад. Мы помогаем обеспечить доставку поддержки Украине и тем самым позволяем ей продолжать борьбу за свободу, заявил министр обороны Тори Аншуус Сандвик. Операция была тщательно оценена, чтобы гарантировать сохранение национальной готовности и безопасности. Напомню, буквально на прошлой неделе в СБУ вновь заявили, что в 2024 году именно в польском аэропорту Жешув хотели ликвидировать Зеленского. Покушение, как утверждает Служба безопасности Украины, предотвратили украинские и польские спецслужбы. По данным главы СБУ Малюка и польских правоохранителей, главным исполнителем должен был стать польский пенсионер, который был завербован спецслужбами России. В СБУ тогда уточняли, что он хотел использовать для устранения Зеленского либо FPV-дрон, либо снайперскую винтовку. Германия отвечает Путину. Берлин принял решение увеличить военную поддержку Украины. Таков итог визита в Киев преемника Анналены Бербок, немецкого министра иностранных дел Вадефуля. Вместе с ним в Украину приехали и представители немецких оборонных компаний. По словам Вадефуля, Германия хочет создать новые совместные предприятия, чтобы Украина могла быстрее и больше производить вооружение для собственной обороны. ФРГ готова продолжать поставки современного вооружения, систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также гуманитарную и экономическую помощь Киеву, заявил министр. Путин принимает любые человеческие жертвы в этой войне. И он рассчитывает, что наше внимание ослабеет, что наш фокус сместится на другие кризисы. Последние недели это показали. И поэтому я очень ясно говорю, ему не удастся это сделать с Германией. Мы твердо стоим на стороне Украины. Мы будем поддерживать вас столько, сколько потребуется. Зеленский попросил Вадефуля похлопотать еще об одном украинском вопросе. По словам президента, существуют определенные недоразумения относительно санкций против России со стороны официального Будапешта. Поэтому он призывает Германию, как одну из ведущих стран ЕС, присоединиться к диалогу с Венгрией, чтобы достичь консенсуса в вопросе давления на Кремль. Позже Зеленский рассказал, как обстоят дела с антироссийскими санкциями. Мы продолжаем также работу с партнерами касательно санкций.
Это очень важно. Уже фактически полгода Путин украл у дипломатии. Еще полгода в придачу ко всему времени этой войны. Давление необходимо. Продолжается работа касательно новых санкций. Я благодарен всем в Америке, всем в Европе и странах «семерки», кто готовит новые санкционные шаги. Будут и решения по синхронизации всех санкций. В России тем временем внимательно следят за заявлениями из Европы и дают свой ответ. Лавров предрекает развал НАТО. Комментируя высказывание главы МИД Польши Сикорского о том, что Россию ждет крах из-за военных расходов, Лавров заявил, что скорее развалится Североатлантический альянс. Напомню, на прошлой неделе на саммите в Гааге страны-члены НАТО утвердили рекордные расходы на оборону в 5% ВВП. Глава МИД РФ подчеркнул, что НАТО следовало бы брать пример с России, которая, по его словам, собирается существенно сократить оборонные расходы. Катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО тоже приведет к краху этой организации. А Россия, как сказал президент на днях, выступая в Минске после заседания Высшего Евразийского экономического совета, Россия планирует сокращать свои военные расходы и руководствоваться здравым смыслом, а не выдуманными и не высосанными из пальцами угрозами, как это делают страны-члены НАТО. В Кремле же сделали заявление о завершении войны, об условиях, которые для этого необходимы. Песков говорит, каждый пункт хорошо знают в Киеве. Это те же требования, которые ранее озвучивала Москва. В первую очередь вывод украинских войск из 4 областей Украины и признание территорий за Россией. Зеленский, напомню, называл эти условия невыполнимыми и фактически капитуляцией, а поэтому отвергал подобные заявления. Продолжается специальная военная операция. В Киеве прекрасно знают, что должно быть сделано для того, чтобы боевые действия в рамках специальной военной операции прекратились. Все эти условия были озвучены президентом год назад на выступлении перед руководящим составом Министерства иностранных дел. В Киеве хорошо знают и помнят эти заявления президента Путина. Отмечу, что заявление Пескова находится под пристальным вниманием Белого дома. Спецпосланник Трампа Кит Келлог накануне возмутился тем, что говорит пресс-секретарь Путина. Он сказал, что его комментарии о состоянии переговоров напоминают Оруэлла, и обратился к Москве. Далее цитата. «Утверждение России о том, что США и Украина тормозят мирные переговоры, безосновательны. Президент Трамп последовательно и решительно выступает за прогресс в завершении войны. Мы призываем к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам для окончания войны. Россия не может продолжать тянуть время, одновременно бомбя гражданские объекты в Украине». Конец цитаты. Друзья, что думаете о позиции и заявлениях Берлина? Чей прогноз вам ближе? Главы МИД Польши Сикорского о крахе России или главы МИД РФ Лаврова о вероятном развале НАТО? Оставьте, как всегда, свой комментарий под этим видео. И пока вы это делаете, я попрошу подписаться тех, кто этого еще не сделал, на YouTube-канал «Время Прядко». Нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео. И да, попрошу также поставить лайк. Спасибо вам большое за обратную связь, а я продолжаю. В пух и прах. Баку заявляет о задержании агентов ФСБ на своей территории, а Кремль сожалеет, что Азербайджан отменил все культурные мероприятия с участием российских организаций. Итак, третьи сутки не утихает скандал между двумя странами. У Путина заявили, что Москва заинтересована в продолжении добрых отношений с Баку и готова разъяснить причины, приведшие к таким действиям силовиков. Однако лично Путин не собирается звонить Алиеву и извиняться перед Азербайджаном. Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршев. Считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов, и это не может и не должно являться поводом для подобной реакции. На фоне международного скандала накануне полиция Баку провела обыски в офисе российского информационного агентства «Спутник Азербайджан». Издание «Кавказ-Инфо» пишет, что деятельность агентства «Спутник Азербайджан», которая входит в медиагруппу Russia Today, была ранее официально приостановлена в Азербайджане. Однако офис продолжал функционировать, и сотрудники агентства выходили на работу, отмечает издание.
Уже вечером в понедельник в Баку заявили задержанные глава редакции «Спутник Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Их считают агентами ФСБ России. В редакции «Спутник» эти обвинения назвали абсурдными. МИД России после этих заявлений вызвал на ковер посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева. В связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов, к которым все эти годы власти Азербайджана не было никаких претензий, в МИД вызван посол Азербайджанской республики. Напомню, что причиной такой войны стали рейды ФСБ в Екатеринбурге, во время которых были задержаны более 50 граждан Азербайджана. В ходе операции погибли по меньшей мере 2 человека, братья Сафаровы, один из которых, по предварительным данным, умер во время силового захвата. Я уже ранее рассказывал, что МИД России и представители МВД заявляют, что задержания проводились в рамках расследования убийства, совершенного в 2001 году. Иран угрожает Трампу расправой. Иранский аятолла Насир Макарим Ширази косвенно пригрозил американскому президенту смертью, заявив, что угрозы в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаминеи – это большой грех, который по законам ислама карается смертной казнью. Ширази не упомянул имя Трампа, однако его высказывание было воспринято как ответ на заявление Трампа о том, что Хаминеи является легкой мишенью, но США пока не собираются его убивать. В то же время Иран выразил готовность возобновить переговоры с США по ядерной программе при условии прекращения американских атак. Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт Раванчи отметил, что Вашингтон должен отказаться от дальнейших ударов по Ирану, если хочет восстановить дипломатические отношения. В то же время Трамп сделал ход конем и потряс мир. Он отменил санкции не против Ирана, а пока что против Сирии, которые действовали с 2004 года. В Белом доме заявляется, что санкции против режима Асада сохранены, а в остальном американский президент привержен поддержке Сирии, которая будет стабильной, единой и мирной как внутри себя, так и с соседями. Это лишь фрагмент из большого заявления, опубликованного на сайте Белого дома. Друзья, хорошего вам дня, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, оставляйте также свои комментарии под этим видео, и я напомню, новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. До встречи!